Приветствую всех женщин, мужчин, котов, гендерфлюидных вертосексуалов и остальные икеевские названия туалетных столиков. Сегодня мы будем разбираться в основных моментах создания комиксов и манги. Суть у них похожа, так что поначалу мои слова будут касаться и того, но какое-то время я буду обзывать все это комиксами, так как это звучит более обобщенно. Кстати, лично я люблю вдохновляться перед рисованием, пялясь на настоящие комиксы, и вот так совпадение. Мы с издательством Rossmann как раз решили разыграть целых 6 комиксов между 3 счастливчиков. А именно под раздачу попадают комиксы о Харли Квинн, Женщине-кошке, Бэтмене, Юных Титанах Рейвен, Черной Канарейке и Дорогой Лиге Справедливости. Условия максимально просты. Необходима подписка на мой канал, а также канал издательства Rossmann, ссылку на который вы найдете в описании, а также оставить любой комментарий под этим видео. Итоги мы узнаем через 2 недели под этим же видео. Также я постараюсь отписаться под комментариями победителей, чтобы это все не затерялось. А теперь начинаем! Не знаю, стоит ли упоминать, что первым должен быть сценарий. Мне кажется, это очевидно, так что не хочу заострять на этом внимание, но все же пару слов скажу. Когда прописали основные события, сразу начинайте думать о том, как это будет смотреться в комиксе. Помимо этого, вы должны быть морально готовы к тому, что большую часть сюжета придется подавать через диалоги, иначе это превратится в графический роман. Так еще и нужно решить, каков будет объем. Упрет ли комикс в себя весь сюжет без ответвлений, или же нужно задуматься о разделении повествования на томы. В таком случае проследите, чтобы каждый том заканчивался мощным клиффхенгером, иначе зрители могут быстро потерять интерес. Бла-бла-бла, второе, придумываем персов и дальше движемся к чему-то более интересному. Третье. Стоит определиться, что вы вообще хотите от комикса. Предположительно, вы бы хотели отнести его на печать, или же он будет существовать только в формате веб-комикса. Если последнее, то можете брать любой формат и творить что вам угодно. Но если хотите, например, напечатать подарочный комикс подруге на день рождения или сделать один печатный экземпляр для себя, то лучше берите формат А4, 300 или 350 ppi. С таким форматом будет легче найти полиграфию, которая согласится на небольшой тираж. Кстати, свои силы вы можете попробовать как в графике, так и на бумаге, но во втором случае вам придется обзавестись хорошим сканером, уймой терпения, лишнего времени и материалов, и не дрожащими руками, так что все же советую графику. Четвертое. Общий сюжет, персонажи и детальный сценарий готовы. Время нашлепков. Только когда я говорю нашлепки, я имею в виду реальные нашлепки. Вот представьте себе рисунок, его скетч, его ранний скетч, и вот перед ним идет нашлепок. Выглядит максимально по-ублюдски, но так задуманно. И вот в плюс-минус такой стилистике желательно нашлепать ваш комикс или мангу до какого-то предположительного конца. До конца тома, главы или вашего терпения, тут уж сами решайте. Такая простота нужна для того, чтобы в случае необходимости у вас было терпение и готовность перерисовать целую готовую страницу или даже править некоторое количество последующих. В этом видео я не хочу углубляться в особенности оригинальной композиции, но просто скажу, не ограничивайте свою фантазию рамками фреймов или окошек комиксов. Пускай персонажи выпрыгивают из них или полностью игнорируют их существование, время от времени находясь позади. Также не забывайте, что для важных событий, диалогов или сцен нужно выделять больше места. Можно даже не пожалеть целой страницы или разворота. И коль это самый интересный для меня этап, давайте еще обсудим подготовку к печати, а именно как сделать так, чтобы полиграфия не запорола вашу великолепную задумку. Далее кусок информации я взяла с довольно занимательной и детальной статьи о подготовке комикса к печати, так что на нее будет ссылка в описании. Первое нужное понятие – безопасная зона. Это та область страницы, где располагаются важные детали, которые должны быть хорошо видны читателю. Это, как правило, лица персонажей, сюжетно важные элементы рисунка, баллоны с текстом и заголовки. Поля выполняют сразу несколько функций. Во-первых, предохраняют важное содержимое страницы от обрезки. Нужно принять во внимание, что любое оборудование имеет допустимую погрешность. Нож при подрезке страниц может отклоняться на 1-3 мм в сторону, книжный блок может лечь неровно и прочее.
Если важные элементы рисунка окажутся слишком близко к краю листа, они могут обрезаться, и типография никогда не примет это за брак. Во-вторых, поля облегчают чтение. Можно провести аналогию с простой текстовой книгой. Если поля слишком малы и текст расположен близко к краю листа, глаз быстрее устает от чтения. То же самое происходит и с комиксом. Возвращаясь к терминам, знакомимся с понятием «вылеты». Это пустая область со всех сторон листа, необходимая для того, чтобы допустимая погрешность обрезки листов типографии не сделала вам каку. При любом, даже минимальном смещении ножа или блока листов, по краю страницы неизбежно пойдет белая полоса, что является браком. Это видно на первых двух картинках на данной иллюстрации. Важно понимать, что смещение есть всегда, его можно избежать только при ручной подрезке, да и то с трудом. По этой причине страница всегда рисуется с запасом, то есть с дополнительными полями, которые можно безопасно отрезать, как показано на третьей картинке. Обычно такое поле составляет 5 мм с каждой стороны листа. На вылетах не должно быть вообще ничего важного, хотя рисунок и продолжается. Помните, что эта часть листа является технической и фактически будет выброшена. На примере отрезается часть букв звукового сопровождения, но в данном случае так было предусмотрено художником. Кстати, лайфхак! Как отмерить точную длину в САИ? К сожалению, на холсте нет возможности отложить точный миллиметраж, так что вот какое решение придумала я. Создаем второй холст и в настройках его расширения выставляем нужную нам длину, например, 5 на 5 мм. Оп! Теперь красим квадратик в любой цвет, копируем и вставляем в основной холст. Он появляется точно в углу, и его можно растянуть в две стороны. Далее крутанем холст на 180. Еще раз вставляем квадратик и вновь растягиваем в две стороны. Та-дам! Теперь у нас есть точно отмеренные 5 мм с каждой стороны. И еще, я не знала, куда вставить этот кусок информации, так что скажу тут. Полиграфия не принимает стандартную цветовую модель RGB и зачастую работает со смуг. Разницу вы можете увидеть на примерах. Есть два способа уладить эту проблемку. Первый – в самом начале переключиться на смуг. Но такая функция есть не везде, в САИ так сделать не выйдет, но в фотошопе пожалуйста. Второй – это заняться этим вопросом после окончания работы. Все тот же Photoshop готов перевести ваш готовый рисунок в смуг, и особых проблем с этим возникнуть не должно. Заканчивая тему с подготовкой к печати, хочу упомянуть готовые бланки для комиксов. Вы можете посмотреть на эти стандартные бланки, на которых рисуют художники известных американских студий, и найти всю ту разметку, о которой я говорила раньше. Внешний пунктир обозначает границу вылетов. Вторая рамка сплошная, граница страницы, так называемый обрезной формат. Внутренний пунктир – безопасная область. В продаже существуют комиксные бланки и бланки для манги, но если попытаетесь отыскать шаблоны в интернете, это окажется сложнее, чем казалось. Может, это только мне, но все же. И да, если вы задумываетесь о веб-комиксе, то понятие безопасной зоны все равно будет вам полезно, а на вылеты можете забить. Пятое. Вы закончили делать нашлепки и развили их до полноценных скетчей. К этому моменту вы уже должны определиться, рисуете вы в ЧБ или цветом, и начать лайнить и красить скетчи относительно вашего решения. Насчет цветных комиксов могу посоветовать не переоценивать свои силы в покрасе. Помните, что вам еще рисовать и рисовать целую долбаную кучу рисунков, и делать всякие рефлексики и блички вы задолбетесь уже на третьем фрейме. Так что советую ограничиться самыми основными тенями и легкими заливочками с градиентами. Это не зашквар, так делают даже крутяки, так что успокойтесь. Если же ваш выбор пал на ЧБ, а тем более если вы заглядываетесь на мангу, то внимательнее следите за контрастом, особенно при дизайне основных персонажей, и советую использовать скринтоны. Скринтон в своем первозданном виде – это полупрозрачная бумага, которую использовали мангаки для упрощения работы с детализацией персонажей. Узоры на костюмах и разнообразные детали в фонах. Это все можно было бы долго рисовать вручную, но вместо этого нужно было лишь положить скринтон на лайн, обвести по контуру, вырезать и приклеить. Но теперь, когда есть дидж, все становится еще проще. Используя обрезку почти в любой прошке, скринтоны легко накладываются на детали работы, а найти их можно спокойно на просторах Гугла или Яндекса. Насчет диалоговых окон решайте сами. Брать разные шрифты для разных персон или забить. Главное, чтобы всегда было понятно, кто говорит. Из самого основного, диалоговые окна с пыптиком обычно значит, что говорит перс на фрейме. А если текст просто в кружочке, то скорее всего текст говорит кто-то другой, находящийся за кадром.
Если текст обведен пунктиром, это шепот. Находится в остроугольном окне, это крик, и все в таком духе. И вот этапы и закончились. Звучит это все, конечно, занимательно, но на самом деле рисование комиксов и манги – огромный труд, который требует от автора максимум отдачи. Ведь я думаю, многие меня поймут, через время очень лень возвращаться к работе, у которой не видно ни конца, ни краю. В общем, долгострой – дело для сильных духом, но, конечно, это не повод давать заднюю, и если есть желание, всегда лучше попробовать. Желаю успехов тем, кто решит действовать, и терпения тем, кто уже начал. Такс, заканчиваю уже этот долбанный арт от Иланиана, который вы можете найти в моей группе ВК, в которой куча других моих рисунков, и ссылка на которую будет в описании, а также подписаться на мою инсту. Не забывайте про розыгрыш комиксов, детали которого я озвучила в начале видео. И для вас вещала Иланиана, еще услышимся!